Утро у нас суббота, 31 мая. Я стою аккуратненько, скромненько в углу, никому не мешаю. Там у нас вдалеке, высоко-высоко, есть смотровые вышки. Вот, собственно, все, мне их нужно покорить. Прям возле водопада одна есть. Вот там он. Плохо будет видно на моей камере, конечно. И чуть-чуть ниже одна. Сейчас я загляну одним глазком на водопадик. Не был я здесь на нем, ой, как сколько много лет. Не любовался его красотой. Банда байкеров приехала. Ну что-то какие-то у них тут велосипеды. Ничего интересного. Срач какой-то от кого-то тут остался. Сука, свинья. Здесь туалет для инвалидов и детей переобувать, переодевать. Душа здесь нету. Новый здесь ремонт сделали. Раньше такого тут не было. Все было совсем по-другому. Ну и вообще хочу посмотреть, видно ли его ли. Нет, здесь только виден обрыв. Пока что нам нужно идти дальше. Вот туда вниз я хочу спуститься, на тот мостик обязательно. Так, где же наш водопад? Короче, отсюда обзор у нас плохой. Надо идти туда все-таки. Ну, значит, вот чуть-чуть вам показал. Ну, а дальше мы уже будем пробовать пробираться к истинным красотам этого места. Здесь нашел карту с главными достопримечательностями Норвегии. Вот их название. Ну как, может, не главными, но типа рекомендованные к просмотру, да? По всей, притом, Норвегии. От юга и до самого Киркенеса. Начинаю я свой путь с маршрута. Значит, я здесь. И сейчас я вот как-то так там пойду, чтобы спуститься вниз. Вот дорога наша идет. И зигзаговый туннель. Вот он так вот выглядит. Потом еще раз петля вот здесь вот идет. Ух ты. Здесь, по-моему, должна быть окультуренная дорожка. Весь маршрут. Ну, посмотрим сейчас, как оно все будет там выглядеть. Ну и спуститься-то хорошо. Главное потом назад подняться без подготовки. Вот там, ребят, на вершине отеля-то, оказывается, здание. Прохожу я тут начало винтообразного туннеля. Это автомобильный туннель, где, если у вас слабая вестибулярка, вас может в нем вырвать. Ну, а у меня же свой туннель пешеходный. Ну, слушайте, прикольно. Я первый раз так гуляю. Вау, тут такая скала надо мной. Стрёмная. Камень по башке может тут прилететь хорошенько. Куда иду, я не знаю, куда-то иду. Кстати, указателей почему-то не было. Но я примерно представляю, что я должен все-таки спуститься к этой речке и дойти пешком до водопада к его низу. Ну, а здесь такой вот туннельчик. Интересный. Скапает сверху на башку. Гадость всякая. Тут не гадость, вода обычно. О! Можно высунуть нос. Интересно, падал отсюда кто-нибудь когда-нибудь или нет? Кстати, когда историю вам расскажу, когда я здесь был первый раз и ходил там гулял, выходил я к водопаду, раньше там не везде были ограждения, ограждения были только в самом начале, затем их там не было. И чтобы увидеть водопад, я подходил к самому краю. То есть все, нога моя была уже, то есть именно на земле, без ограждений, без ничего. И там, чуть-чуть в другом месте, стоял такой, как правильно вам сказать-то, да? Там крестик с фотографией, в общем, кто-то ушуршал вниз
да. Ну, возможно, еще был какой-то инцидент. В Норвегии сильно об этом не распространяются, я вам хочу сказать. Вау. Офигеть, конечно, тут высота. Я в шоке, если честно. Как я поднимусь назад, это уже другой вопрос. Я не ходил по горам очень долго. Я говорю, может быть, еще какой-то был инцидент. Почему они решили здесь сделать кардинальный ремонт со смотровыми площадками, с барьерами, чтобы люди не рисковали напрасно, высовываясь и смотря на водопад. Ну а я же сколько я? 2 года я не ходил никуда. Сидел в кабине, только в том году я ездил чуть-чуть на велосипеде. У меня был перелом, кто помнит такую историю. Вот. Ну и сейчас уже вроде все хорошо. Нога уже давно не беспокоит, поэтому вот ждал я уже этого лета. Ну и, естественно, подготавливался. Даже если бы не было там ситуации, проблем с прошлым работодателем, то есть я бы все равно менял работу, я бы уходил. Поэтому все произошло так, как надо. Я искал бы другую работу, потому что меня не устраивала та работа, которая была. Это была очень скучная работа. Кстати, пишет, что идти 2,5 километра, но час. Я вот вижу просто внизу непонятно где дорожку. Я пребываю в ужасе, что мне придется оттуда идти потом вверх. Ну ничего, ради такого стоит. Вот вы представьте, да? Вон выезд из туннеля у нас идет. А вот там его был заезд. И вот так вот. И спускаешься. Так, у нас тут течет ручеек по камешкам. Кстати, пока что мне вот ни одного еще человека не встретилось, пока я иду. Ну а уже, так как я спускаюсь, у меня в ногах ощущение, как будто приседал со штангой такой 100-килограммовой. 90 в моем случае. Весь вес идет на ноги. Уклон тут такой хорошенький идет. Ну, в обратную сторону, я так понимаю, мне придется идти с перерывами. Вот моя тропинка идет, она идет, вон там она заканчивается, да? Вот, то есть, как я по ней иду, вы понимаете, какой тут уклон. Ну, в принципе, вот, гора. Можно судить по этой горе практически, что вы спускаетесь сверху вниз по этой горе. Вообще, это такой опасный маршрут. Здесь вас может камнями закидать. Вот, как видите, здесь был обвал. Ну, не сказать, что это было недавно. Я думаю, это так лет 5 назад. Но был. Ну, походы в горы — это всегда риски. В любом случае. Без них никуда. Дошел я до указателя. И главное, что здесь какая-то надпись. Сейчас я ее прочитаю, переведу точнее. Собственно, здесь пишет, что этот мост небезопасен. И он закрыт. На который, собственно, я шел. Обломчик. Ну ничего, мы сейчас это все узнаем. Насколько он небезопасен. Я все-таки из Беларуси, а не из Норвегии. И у нас мосты всю жизнь висели через одну доску. Ничего страшного. Ходили как-то. Даже люди с колясками ездили раньше. И нормально. Если проход там будет, значит я пройду. Ну и как бы походу мне в целом-то он и не нужен. Будет. Ну и вот вам нате, если что. Указатель для пешеходов. Вообще знал кто-нибудь, что береза может расти из камня? Мне осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Еще пару поворотиков. И метров 200 вниз, и я должен дойти. Кстати, случайно это вообще не старая дорога? А тут такие же знаки даже есть, как и бывают. Да, мне, собственно, туда. Тут дорожка начинается поинтереснее, гораздо поинтереснее. Километр. А здесь знак, как на дорогах стоят, что туда идти нельзя. В общем, предупреждение было о том, что река может
в определенный период набирать обороты, выходить из русла и так далее. Будьте осторожны. Так, ну мы пока идем по камешкам нормально. Так. Потом подниматься. Я лучше об этом вообще не думал. Это ужас. Чтобы я, главное, прийти сегодня суббота. Завтра к вечеру прийти надо. До кабины доползти ползком. Сесть и поехать в сторону выгрузки. Так. Я вам хочу сказать, препятствия присутствуют. Ну и здесь место камнепада. И, собственно, дальше идем куда-то туда. Там, знаете, было бы немножко потеплее, хотя еще не факт, я уже жарко. Такое, куда можно нырнуть. Я не знаю, мне напоминает какой-то фильм ужасов. Чисто такой вот, нежданчик, да? Идешь, вроде бы ничего не предвещает, и нате. Так, здесь тропинка потерялась, но, видать, кто-то также шел и ставил стрелочки. Идем по стрелочкам. Сзади за мной пара идет. Поэтому мы пробираемся вместе через эти камни. Да, это вам, ребята, не штанги таскать возле прицепа. Давайте, качки, в гору хоть одну сходите. Дойдете ли вы до куда-нибудь или нет? Здесь, друзья, когда-то была постройка. От нее остался только фундамент. И здесь уже почти чуть-чуть осталось пройтись до водопада. А для туристов было на 5-6 мест. Там кровать. Преимущественно были здесь в те времена английские туристы. А здесь два человека из Норвегии поставили здесь печь, кровати, домик такой фермерский. И, собственно, люди, кто путешествовал здесь, могли остановиться и отдохнуть. Но в данный момент можно только посидеть на камнях. Меня в какой-то момент мои сопутешественники обогнали на камнях. Кстати, я сбился по стрелочке и ушел вниз, а нужно было идти поверху. Меня они окликнули, и я уже пополз за ними. Но они сейчас остановились передохнуть, я же все-таки иду дальше. Не время отдыхать. Я с нетерпением жду увидеть водопад снизу вверх. Фу, друзья, мне осталось совсем чуть-чуть. Я уже вижу смотровую вышку, откуда я стоял. Она вон там. Тут осталось мне совсем чуть-чуть, вон уже виден водопад. И здесь у нас бурная река. Я сейчас постараюсь спуститься вон туда. Нет, на тот камень нереально спуститься. Поэтому я чуть поближе подошел просто. Чтобы вам, так сказать, вблизи вы это послушали. Как это все происходит здесь. Просто круто выглядит. Интересно, тут мост лежит чисто от машины. Старый, ржавый. Интересно, там я что-то сейчас еще вижу впереди. Так. Вопрос сразу, да, откуда он тут когда-то взялся. Реально ли оттуда когда-то слетела машина? Или нет? Кстати, вот он мост. Вот он мост. А куда он ведет вообще и для чего? Вот это вопрос. Что ж, мне надо туда, близко по-любому. Там целая рама от машины. История об этом умалчивает, наверное. Где, что и как и куда. Так, что я тут не туда иду, куда и надо. О, еще остатки.
ведет, да, туда куда-то еще дорога. Собственно, мост. Почему он опасный? Я думаю, это по меркам скандинавским он опасный, да? Сгнил там или что? Чтобы меня здесь на камеру не сняли. Да. Мост, а куда ж? Там, наверное, уже дорожки нету. Она засыпана камнями. Или как это все происходит? Я что-то не совсем понимаю. Попробую пойти той стороной. Здесь, конечно, эту конструкцию я перелазить не буду. Не совсем я из ума выжил. Но постоять на нем мне, конечно, бы хотелось бы. Ладно, пойдем дальше пока что. Ну что ж, ситуация такая, что там-то у нас уже скала. И прохода нет. По камням перескакать, но нет, это не вариант. Во-первых, камни мокрые. Если разбываться и пробовать проходить по самой речке, то сами понимаете, что где-то нога соскользнет. Там все скользкое, там могут быть... короче, ногу вы можете оставить там. Поэтому я на это не пошел. Облом, конечно, такой небольшой. Но, я возвращаюсь туда, к мосту. Буду пробовать что-то делать. Ну, потому что я сюда попал, мечтал сюда попасть, и я не вижу водопада, мне это совсем не нравится. Но вот вопрос у меня единственный возникает. Ну, там-то в теории я пройти должен к самому его падению.
Ничего страшного, что я не попал к самому водопаду. Хоть цель была такая. Тут смысл сам, что сейчас мне нужно подняться в гору, потому что спускаться это всегда легко. Ну и, конечно же, все равно здесь я увидел сказочное место, мощнейшее. Камень, гора, водопад. Что еще может быть круче? Горная речка протекающая. Ну и самое главное, стрелочки не потерять. Не потерять стрелочки и не сломать ногу. Вот в чем дело. И еще не потерять дрона, который всякий раз пытается отказаться от меня и перестает меня преследовать. Кстати, по камням вот тоже, кто не в теме, то подниматься, конечно же, лучше, чем спускаться еще. Момент такой, да, есть. Я не знаю, как то, но я после таких походов, хоть я там жутко замучаюсь, у меня будет болеть все. Я забыл, куда иду. Нет, я вспомнил, куда иду. Но это заряд на целый год вперед. Обязательно раз в год нужно подниматься в горы. Ну, конечно же, это, наверное, на любителя. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Конечно, когда есть компания, это, наверное, поинтереснее будет. Вот, но, знаете, единственное, вот, что я могу делать один, так это ходить по горам. И мне по барабану. Просто нужно всегда смотреть внимательно под ноги, куда вы наступаете и зачем вы наступаете, с какой целью. Искать оптимальный маршрут не только на дороге, но и здесь. Увидеть силу водопадов, горных рек, этих могучих камней, это, конечно, все круто. Поэтому работа должна приносить не только заработок, но и какое-то удовольствие. И нужно выжимать из работы по максимуму. Здесь тоже, как это вам показать-то, была тропинка, но тут упали огромные камни сюда. Загородили всю тропинку, обвал был. И теперь здесь с помощью прыжков надо слазить. Вот. Вывернув деревья. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Опачки. Сел я отдохнуть. Прошел я, получается, лишнее расстояние немного. Пошел я не туда. Да, все знают фильм «Поворот не туда». Вот у меня был только прямо. Я пошел, не было видно поворота, как наверх выходить вот на эту асфальтированную дорогу. И пошел я прямо. И начал уже понимать, что мне пейзажи незнакомые. И затем я вернулся на свой маршрут. Сейчас уже 3 часа дня. А во сколько я вышел? Не помню, в 11, наверное. Ну, в общем, я думаю, мне еще минут 30 мне подниматься вверх до стояночки. Что ж, добрался я до стоянки. Если честно, я надеялся, что будет гораздо все хуже, но в целом вышло неплохо. И не сказать, что я какой-то убитый пришел. То есть можно еще и наверх прогуляться. Но вначале я дойду до машины и выпью пивка, которая стоит в холодильничке, ждет меня с нетерпением. Вот моя машинка.
прежде чем куда-то идти, нужно зарядить батарейки. Да, я думаю, сегодня я еще скажу, ну или может быть завтра. Сейчас сяду делать видео. Фух. Да, поэтому я говорю, что я ожидал гораздо, что будет все хуже. Что будет тяжелее, но нет, в целом неплохо. Божественный кайф. Сегодня у меня шведская Хогга Кустен. Я в последнее время его покупаю в Систембалагете. Неплохое пивко. В стекле вообще четкое. Ну и в банках неплохое. Все, друзья. Продолжение следует. Надеюсь, я еще во многих местах интересных побываю. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.